Как, наверное, вы уже знаете, 6 заключенных сбежали из исправительной колонии номер 2 в Липецкой области. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что осужденные выбрались через подкоп. Его сотрудники исправительной колонии обнаружили 25 октября, после чего не досчитались в камерах 6 человек. Все сбежавшие – выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилование, разбой и хранение наркотиков. Выяснилось, что к побегу они готовились более полугода. О том, как развивались события, как это стало возможным и какие будут последствия, мы и расскажем в этом выпуске. О побеге 6 заключенных из колонии в Липецкой области глава региона Артамонов сообщил утром 26 октября. По сообщениям в СМИ, заключенные выбрались через подкоп. 5 беглецов из Липецкой ИК номер 2, граждане Узбекистана, 6 Таджикистана. В России большинство классифицировалось как бомжи, осуждены за изнасилование и хранение наркотиков, говорится в публикации. Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила, что все сбежавшие преступники – выходцы из Средней Азии. 2 из них приговорены за сбыт наркотиков, 3 – за изнасилование, еще 1 – за связь с лицом младше 16 лет. К побегу заключенные готовились более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской еще в марте. Пропажу сотрудники колонии обнаружили, но найти инструменты так и не смогли. После этого 6 заключенных вырыли тоннель длиной 65 метров через промзону, через который и выбрались на волю. В то же время в СМИ сообщается, что сбежавшие сделали 2 подкопа. Сначала они выкопали в заброшенном цеху яму отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем осужденные сделали еще 1 подкоп, в этот раз под забор, и смогли выйти с территории колонии. Первые задержанные, сбежавшие из Липецкой колонии, заключенные рассказали, куда собирались. Кадры с ними опубликовала в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк. Один из них заявил, что 2 сбежавших собирались в Подмосковье, а остальные собирались домой через Казахстан. Для этого они направлялись к границе. Один из задержанных оказал сопротивление при задержании, у него изъяли нож. На вопрос, откуда он, заключенный ответил: «Взяли, пригодится». При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение, рассказала Ирина Волк. Организатором побега предположительно выступил 26-летний уроженец Таджикистана Даврон Джаборов, осужденный на 6 лет за изнасилование и разбой. Именно он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов возле элеватора, откуда свалился. У него имелся набор сроков сразу по нескольким статьям, а теперь добавится еще и побег. Причиной побега, как уточняет источник, стал перевод части сбежавших в категорию опущенных из-за статей об изнасиловании. Это понятие из уголовного жаргона, обозначающее человека, занимающего самую низшую ступень в тюремной иерархии. На вечер 26 октября было известно, что в бегах остается только 1 из 6 заключенных, остальных удалось вернуть. Представитель МВД Ирина Волк по этому поводу написала в своем телеграм-канале: в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан 5-й из 6 сбежавших из исправительной колонии осужденных. Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются. Теперь беглецам добавят до 5 лет лишения свободы к уже имеющемуся сроку за побег и переведут на строгий режим. Каждый из рецидивистов проведет в тюрьме минимум по 10 лет и выйдет на свободу не раньше 2035 года. Журналистам удалось выяснить детали побега. В день мужчины рыли около 30 сантиметров, а землю они смывали в канализацию. Общий метраж подкопа – 65 метров. Так они смогли выбраться на территорию бетонного завода. Там преступники срезали светоотражающие ленты на форме, сели в первую же фуру, добрались до определенной точки и разошлись в разные стороны. Сотрудники ФСИН увидели подкоп через 15 минут после их побега. Подняли все составы, и к 10 утра были задержаны первые беглецы. Сразу после того, как стало известно о побеге, в Липецкую область направили группу центрального аппарата ФСИН. Кроме этого, ведомство сообщило о создании оперштаба. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН, говорилось в сообщении.
Там также отметили, что для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. Журналисты выяснили, что под проверку в первую очередь попал начальник надзирателей и весь его личный состав, так как именно они отвечают за контроль перемещений и соблюдение его правил с заключенными. Кроме этого, проверять будут заместители начальника колонии Алексея Фурсова и Сергея Рулева. Как сообщают источники, по результатам проверки будут приниматься решения о расформировании тех исправительных учреждений, в которых имеется значительная нехватка сотрудников. Также под закрытие могут попасть колонии, в которых осталось мало заключенных. В настоящее время во многих колониях остается от 30 до 50% свободных мест, которые не успевают заполнять. Следственный комитет Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения по факту побега заключенных. Следствие полагает, что преступники смогли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей. По данным журналистов, последняя внеплановая проверка в этой колонии проводилась в 2017 году. Тогда Роструд выявил нарушения в оформлении материалов расследования несчастных случаев. Одновременно с этим один из источников сообщил, что сотрудники этой колонии в Липецкой области ранее уже попадали под служебную проверку, так как разрешали заключенным жарить шашлыки, пить алкоголь и пользоваться телефонами на территории колонии. Осужденные жили лучшую тюремную жизнь, продавали еду из столовой другим заключенным и переводили деньги на карты своих жен и ждуль, говорилось в публикации. В 2021 году сотрудников, которые закрывали глаза на то, что происходит в колонии, после проверки лишили званий и уволили, а осужденных отправили в изолятор. Кроме того, за несколько дней до побега заключенных на территорию колонии пробрались двое мужчин с каннабисом в свертке, чтобы передать осужденным. Мужчин задержали, однако усиливать охрану колонии не стали, сообщил источник. Как все это могло стать возможным? К побегу из Липецкой колонии могла привести жадность и преступная халатность со стороны сотрудников колонии. Об этом рассказал журналистам глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. О побеге стало известно в субботу. 5 из 6 беглецов, по последним данным, были задержаны по горячим следам. Я думаю, что главную роль в этом побеге сыграли большие деньги. Определенным сотрудникам заплатили за то, что они допустили эту ситуацию, предположил глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. Эксперт считает, что незаметно совершить подобный побег с помощью подкопа невозможно. Тем более среди заключенных всегда есть те, кто работает на администрацию. И они должны были знать о подкопе и доложить об этом. Но ничего не сработало. Ни оперативная работа сотрудников колонии, ни система видеонаблюдения, добавил Пашкин. Собеседник подчеркнул, что заключенные, которые сделали 2 подкопа, один из которых оказался длиной в несколько десятков метров, должны были куда-то девать землю. За заключенными ведется постоянный контроль, производятся расчеты перед уходом на работу из барака. Кто и когда рыл? Ночью? Кто и когда выпускал их? Или рыли те, кто был на больничном? Так за ними тоже должны были смотреть. То есть без администрации в колонии ничего не сделаешь, поясняет Пашкин. Эксперт считает, что к побегу могла привести преступная халатность, замешанная на деньгах, со стороны сотрудников колонии. Люди в комментариях к публикациям о побеге также задаются вопросами. Это те самые высококвалифицированные, незаменимые для нашей экономики специалисты? Это на них тратят огромные деньги, чтобы завозить их в Россию, а потом, чтобы содержать и ловить? Кто-нибудь может объяснить, для чего их нужно было завозить? Ведь, как известно, они даже нигде не работали. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!